Это самый худший стример, которого вы могли видеть на Ютубе, Твиче и на Кике. Этот стример самый ненавистный в Японии, Корее, Израиле и во всем мире. А все потому, что он творил всякие пи***ц в этих странах. Сейчас я вам расскажу о рекламном спонсоре, а затем мы вернемся к теме выпуска. Если вы не знали, какую дебетовую карту лучше всего выбрать, то берите карту Т-банка, ведь это лучшая карта с кэшбэками на все. И не бонусами, а рублями. У него есть 100 категорий кэшбэка и даже больше. На маркетплейсы, продукты, автоуслуги, электронику, одежду и обувь и другие. При покупке от 3000 рублей. Также с этой картой можно выгодно покупать авиабилеты и на другие поездки. Переходите по ссылке в описании и оформляйте дебетовую карту от Т-банка. Рэмси Халид Исмаил родился 26 сентября 2000 года в Фениксе, Аризоне. Его ранняя жизнь сообщается, что Исмаил сделал несколько противоречивых заявлений о своей этнической принадлежности. Он несколько раз сообщил о том, что его отец сомалиец, а мать эфиопка. Исмаил также утверждал, что был бывшим солдатом-подростком и бывшим пиратом. А его карьера сообщается о том, что Исмаил в основном ведет прямые трансляции на платформах потокового видео, таких как YouTube, Twitch и Kik, в качестве туриста, путешествующего по разным странам, в частности в Японии, Таиланд, Израиль. Исмаил также посетил Бали в Индонезии, несмотря на призывы запретить ему въезд. Он начал вести трансляции в мае 2023 года. После того, как его забанили на Твиче, он перешел на Kik, но его там тоже забанили. Тогда он перешел на канадскую платформу Rumble. А теперь перейдем к Японии. Во время своих путешествий по Японии Исмаил отпускал антияпонские насмешки в адрес местных жителей, в том числе комментарии об бомбардировках Хиросимы, Нагасаки, и угрожал разбомбить Японию ядерным оружием в поезде. Местные жители, узнавшие его на публике, иногда нападали на него и оскорбляли. По правилам Ютуба я не могу показать вам данный материал. Полную версию я вам загружу в свой ТГ-канал. Ссылку на него я оставлю в описании и в шапке канала. В одном из инцидентов американец раскритиковал его поведение, и Исмаил заявил, что он тролль. Многие люди в интернете даже его хвалили за его действия, а Исмаил утверждал, что в тот момент был пьян и изменился перед мужчиной. Исмаил преследовал японскую стримершу Меоуко, что привело к последующему бану на Твиче после репортов. А в июне 2023 года Исмаил отправился в токийский Диснейленд в Чибе и включил музыку, в тексте которой была фраза про атомную бомбу, и записал реакцию гостей без их разрешения. В августе 2023 года Исмаил, который был в маске, и Джеремайя Дуэнбранч, который записывал это на видео, пришли на строительную площадку отеля в Осаке, где Исмаил киринул строителям Фукусима. После того, как строители выгнали их, они были арестованы по подозрению в незаконном проникновении. Также они были арестованы в сговоре с целью препятствования предпринимательской деятельности, поскольку они нарушали законы Японии. А теперь перейдем к Израилю. В марте 2024 года он отправился в Тель-Авив, в Израиль, где вступил в перепалку с местными арабами и евреями. Затем он был избит. Из-за его стрима Исмаил был забанен на Kik на неделю за подстрекательство и пропаганду насильственного поведения. 5 апреля 2024 года он отправился к стене плача в Иерусалиме, где начал прямую трансляцию. Он снял на видео, как прикрепляют к стене изображение Харви Вайнштейна, Адина Росса и Джеффри Эпштейна, называя Вайнштейна одним из своих лучших евреев и оскорбляя Росса. После этого он был задержан и получил 50-дневный запрет на въезд в Иерусалим. 7 апреля 2024 года он был задержан на акции протеста в Тель-Авиве за предложение к женщине-полицейскому. После освобождения 16 минут спустя Исмаил в тот же день снова вышел в прямой эфир и заявил, что стал свидетелем массовой стрельбы в ресторане. И поэтому он якобы не мог выйти в эфир. Ну а теперь перейдем к стране кей-попа, а именно Южная Корея. 27 сентября 2024 года Исмаил отправился в Сеул, где вышел на сцену во время живого музыкального выступления.
Он также громко производил непристойные звуки в метро, например, речи Ким Чен Ына, и был выдворен из автобуса после того, как очень громко включил северокорейскую музыку. 7 октября он поцеловал и станцевал танец в стиле тверк на коленях на статуе мира, мемориале в память о молодых женщинах для утешения, рабынях японских солдат во время Второй мировой войны. Позже он извинился за свои действия, заявив, что не знал о значении статуи. После этого его канал на ютубе был забанен. Также он купил лапшу рамен в одном из дней, а затем вылил ее на стол в обеденной зоне в круглосуточном магазине. Из-за этого его ругала продавщица. 2 ноября 2024 года ему также запретили покидать страну, пока он находится на испытательном сроке за предыдущие инциденты. 6 ноября Исмаэль опубликовал видео с изменениями, в котором он снялся рядом со статуей свободы, и зрители усомнились в его искренности. 11 ноября прокуратура Сеула предъявила Исмаэлю в обвинении в препятствовании предпринимательской деятельности в связи с инцидентом в круглосуточном магазине 17 октября. Вот, кстати, в том инциденте, который я говорил про рамен. Также запрет на выезд из страны, связанный с этим делом, не позволяет ему покинуть Южную Корею. А также его судебное разбирательство было отложено до марта 2025 года. Итоги ролика. Если вы думаете, что все стримеры наши трэши, которые полнейшие пи***цы, то это, к сожалению, не так. Этот стример гораздо хуже, потому что он нарушал не только правила, но и общественный порядок, а также он планировал поехать в Китай, чтобы там все добить. Если вы вдруг смотрели этого стримера, то задумайтесь, а стоит ли продолжать его смотреть дальше? Вот такой вот наш ролик получился у нас про этого Джонни Сомали. Всем спасибо за просмотр, с вами был ваш Никита Ронда. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео.